Друзья мои, всем привет! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Сегодня у меня еще один рецепт чудесной заготовки на зиму в вашу кулинарную копилочку. Будем готовить лечо с фасолью. Фасоль, приготовленная с овощами в томатном соусе, пожалуй, один из самых вкусных салатов, которые я консервирую. На канале уже есть один из рецептов лечо, а также рецепт стручковой фасоли с овощами. Кто не видел, обязательно посмотрите. Ссылочки оставлю в описании. Итак, друзья, чтобы не занимать ваше время, я все подготовила заранее. И сейчас у меня на столе те продукты, которые нам понадобятся для этой заготовки. С вечера замачиваем пол-литровую банку фасоли в холодной воде. По весу это 450 граммов. Утром ее промываем и отвариваем до готовности без соли. Фасоль оставляем в отваре, чтобы она не высохла. Кроме этого, нам понадобится 2 килограмма помидоров, которые необходимо прокрутить на мясорубке или измельчить в блендере. 2 килограмма сладкого перца. Его надо очистить от семян и порезать на квадратики со стороной 1,5-2 сантиметра. 1 килограмм репчатого лука очищаем и режем мелкими кубиками. 1 килограмм моркови моем, очищаем и натираем на терке недлинной соломкой. Я использовала крупную терку для корейских салатов. Кроме того, по рецепту идет от 1 до 3 стручков острого перца. У меня полуострый, поэтому я беру 3 довольно больших перца. Еще нам понадобятся 2 столовые ложки с горкой соли, это 80 граммов, полный стакан сахара, это 200 граммов, 300 граммов растительного масла, это 1,5 стакана, и 2 чайные ложки 70% уксусной кислоты или 80 граммов 9% уксуса. Для этой заготовки будет нужна кастрюля объемом не менее 8 литров. У меня 10-литровая кастрюля. Выливаем в нее измельченные помидоры, добавляем соль, сахар, растительное масло. Все хорошо перемешиваем и доводим смесь до кипения. В кипящий томатный соус забрасываем нарезанную морковь. Доводим до кипения и на среднем огне кипятим 10 минут. Кастрюлю крышкой не накрываем и периодически помешиваем. Через 10 минут добавляем сладкий и острый перец. Снова кипятим 10 минут. Остроту этой заготовки регулируйте количеством острого перца. Если не любите, можете совсем не добавлять. Затем засыпаем в кастрюлю мелко нарезанный репчатый лук и точно так же кипятим 10 минут, периодически помешивая. Обратите внимание, что вес всех овощей я указываю в неочищенном виде. Спустя 10 минут добавляем 2 чайные ложки 70% уксусной кислоты или 80 граммов 9% уксуса. И туда же выкладываем всю отварную фасоль. Цвет фасоли значения не имеет. Какую любите, из той и готовьте. В этот же момент при желании можно добавить головку измельченного чеснока. Смесь доводим до кипения и кипятим последние 10 минут. Фасоль перед варкой рекомендуется замачивать на 8-10 часов. И для этого есть как минимум 2 причины. Во-первых, процесс замачивания размягчает бобы, что вдвое уменьшает время варки. А во-вторых, во время замачивания в воде растворяются сахара, которые не перевариваются в нашем организме и потом вызывают неприятные ощущения, осложняющие процесс переваривания. Из этого количества продуктов получается 6,5 литров готового лечо. Поэтому, если для вас это слишком много, можете смело сократить весь список ингредиентов в 2 раза. Но я, как правило, такой заготовки делаю всегда в 2 раза больше. Уж очень она вкусная. Не забывайте иногда помешивать овощи. Если хотите получить более жидкую массу, добавьте в нее фасолевый отвар до нужной вам консистенции. На этом этапе обязательно попробуйте заготовку на вкус и при необходимости подкорректируйте количество соли, сахара и уксуса.
К этому времени подготовьте баночки. У меня сегодня литровые. Держим кастрюлю на медленном огне и раскладываем кипящую массу в заранее стерилизованные банки. Закрываем прокипяченными крышками, переворачиваем вверх дном и обязательно укутываем до полного остывания. Такая заготовка прекрасно хранится не только в прохладном помещении, но и при комнатной температуре. Лечо получается очень аппетитным, насыщенным, по вкусу кисло-сладким и в меру соленым. Обязательно сделайте хоть несколько баночек такой чудесной сытной заготовки и насладитесь ярким вкусом. Лечо с фасолью – это прекрасное дополнение к зимнему столу, идеальный гарнир к мясу, птице и рыбе, а также просто находка для тех, кто соблюдает пост. Такая заготовка является основой для приготовления супа или борща с фасолью, овощного рагу, жаркого, а если ее дополнить горячей картошечкой или рассыпчатым рисом, выйдет просто объедение. Она хороша как в горячем, так и в холодном виде. Готовьте, не пожалеете. Приятного всем аппетита! Если вам понравился этот рецепт, ставьте пальчик вверх, поделитесь им с друзьями и оставьте свой комментарий. Не забудьте подписаться на YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. Напомню, что в плейлисте «Заготовки на зиму» вы найдете и другие интересные варианты различной консервации, в том числе лечо и рецепт спаржевой фасоли в томатном соусе. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч!